Привет! После того, как вы сварили две пластины, возможно, у вас возникли дефекты в сварных швах. Сегодня я покажу самые частые, которые возникают, и скажу, по какой же причине это может быть. Вот у нас есть образцы, которые наварили студенты во время начала практики. И сейчас я расскажу, с какими же ситуациями, возможно, и вы сталкивались. Конечно, это не все дефекты, которые могут вообще возникать во время сварки. О них мы поговорим немножко позже, но сейчас о самых распространенных. Первое – это прожог. То есть, несмотря на то, что вроде бы наплавляли и шов был достаточно шикарным, то в конце просто передержали на одном и том же месте и получился прожог металла. То есть вот такая ситуация, я думаю, возникала. Просто не забывайте, когда вы ведете электрод, его нужно постоянно смещать. То есть на одном и том же месте не оставайтесь. Дальше. Несмотря на то, что накладывали шов, вот так как раз ситуация возникла, когда расплавили одну пластину, расплавили металл шва и забыли расплавить вторую пластину. То есть получается, что шов наложен именно в этом месте только на одну поверхность. Дальше вроде бы прошло соединение, но насколько оно надежным, остается под сомнением. На этом образце шов более равномерный, но есть пропуск. В этом месте, скорее всего, сварщик просто сместил руку вперед. Не забывайте, что вы должны перемещать электрод стабильно и не менять скорость сварки. Здесь, скорее всего, была завышена сила сварочного тока. Во-первых, и пластина деформировалась. Обратите внимание, что произошло в обратной стороне. То есть весь процесс сварки происходил на грани прожога. Вот. Тут нужно было снизить силу сварочного тока, и в этом основная причина. Основным еще показателем является ширина шва, то есть просто металл растекался. Дальше. В этом шве, наоборот, была снижена сила тока, и шов оказался практически на поверхности. И также была увеличена скорость сварки, то есть скорость перемещения электрода. Не нужно спешить. Подберите оптимальные режимы и проводите процесс сварки более стабильно. Ну и также здесь отсутствует проплавление сварного шва. Видите, нет зазора, и шов не проплавлен на всю глубину. Дальше есть ряд образцов, где нестабильно, во-первых, сварщик перемещает электрод по пластине, и также, точнее здесь в эту сторону идет шов, и также неравномерно, то есть, скорее всего, дрожала рука у сварщика и шов смещался из стороны в сторону. То есть не забывайте те рекомендации, которые я вам давал раньше. Даже видно, как в начале меньше глубина проплавления, а дальше сварщик задержался на месте. И видите, то есть глубина проплавления более лучше. Несмотря на то, что вроде были попытки выставить правильно зазор между пластинами, сварщик очень быстро перемещался по оси шва, из-за этого произошли буквально точечные соединения. То есть буквально можно найти 2-3 места, где произошло сварное соединение. Все остальное напоминает какой-то апокалипсис. Но тут еще, скорее всего, не обращали внимание на то, чтобы смещать электрод в сварочную ванну. То есть тут наблюдается такая ситуация, что большое расстояние дуги было. То есть когда электрод сгорает, длина дуги увеличивается. Из-за этого металл этот наносится просто на поверхность, но никак не расплавляется и не соединяется с основным металлом. Это тоже я рассказывал в прошлом видео. Ну и здесь ситуация подобна предыдущему образцу. Вроде бы начали соединение. Ну, во-первых, оно очень скованным было, то есть узкий шов. И дальше увеличена скорость. Еще раз рекомендую, не спешите смещать электрод по оси шва. Старайтесь подобрать оптимальный режим сварки и вести процесс более уравновешенно.
Таким образом вы сварите качественный сварной шов и дальше будете совершенствовать свое мастерство. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что каждый узнал свои первые шаги в ручной дуговой сварке. Пока!